Что у вас там в деревне делать? Полностью этот дом купил консул Бразилия. Будет налаживать тесные бизнес-связи. Это как это вообще сделано? Это камнями выложено. Одной молодой женщине явилась Дева Мария. Ребята, мы шокированы просто. Ночной дух шалун. Мы на Мальдивах. Опасно, там не купайтесь. Вот такой вот рай создал завод. Тут этих писающих детей. И вы не верите в рептилоидов, то вам сюда. Их прах был развеян по пляжу этого места. Это место занимало неоднократно первые места. Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша. И сегодня мы находимся в очень необычном месте. Сегодня вообще необычный день будет. Мы вам покажем немножко отрывочек из нашей работы вот в этом прекрасном месте. А дальше мы поедем на Мальдивы. Да, именно поедем на Мальдивы. Но это позже вы узнаете почему. Так, что мы тут делаем? Мы находимся в очень маленькой деревушке недалеко от нас. Нам позвонил один из наших клиентов, строительной компании, пригласили на объект. Ну, взять замеры окон. Мы же, у нас один из бизнесов основной, это там окна, это двери мы делаем. Вот. Вот такую деревушку нас пригласили. Почему мы решили снять? Потому что, во-первых, клиент необычный. Вот. Ну и плюс хотелось просто показать, где такие клиенты покупают себе недвижимость для отдыха. Вот нам часто говорят, что у вас там в деревне делать, кто к вам приедет вообще, кому это все нужно. Ну вот смотрите, вот этот дом, вот без окон, видите, вот этот серый и желтый снизу вот этот вот. Вот полностью этот дом купил консул Бразилия в Италии. Он купил, чтобы здесь сделать ремонт. Там, кстати, внутри уже прикольный ремонт начинается. Снаружи мы тут сейчас окна, двери будем ставить. Вот эту всю жесть уберем, поставим классные дорогие алюминиевые окна. Здесь, короче, что у него будет? Наверху он будет жить, с друзьями тусоваться, а внизу здесь будет барчик у него. Вот. Вот такая вот деревушка. Вот здесь вот будет барчик у него. Сейчас мы пройдем, посмотрим, и я вам расскажу. Вот оно, пожалуйста. Ремонт здесь. Такой двухэтажный домик такой купил. Вот, кстати, обращу внимание, вот такой деревушки в итальянской, пожалуйста, есть банкомат. Прикиньте, вот тоже продажа. Висит, кстати, хороший домик. Продажа любопытная. Дом в хорошем состоянии. Вот, купил консул Бразилии, вы понимаете, для отдыха со своими друзьями. Поэтому все хитрые, которые говорят, да кто там покупает недвижимость, да уж точно люди получше вас, определенно, покупают здесь недвижимость. А вы, слава богу, не покупаете. Нам такие негативные люди здесь не нужны. Вот, пожалуйста, продажа хорошая тоже. Даниэла написано. Хорошие продажи вообще великолепные. Здесь, кстати, в этих городках очень недорого стоит, да, в этих деревушках? Ну, смотря в каких, так сложно тоже сказать. Ну вот в этой точно недорого. Здесь, посмотрите, табачка есть, супермаркет есть, Спар. То есть здесь есть все вообще. Вот, пожалуйста, табачка. Сейчас он закрыт, потому что сегодня праздник в Италии, и поэтому закрыто. А так вот, пожалуйста, супермаркет. Ну, такая вот прикольная деревушка. Ну, на самом деле, консул не только для отдыха себе покупает, потому что буквально в 30 минутах Каррара находится, где добыча мрамора идет. И он покупает еще потому, что будет налаживать тесные бизнес-связи с Каррарой по поставке мрамора из Италии в Бразилию. Прикиньте вообще. Вот смотрите, как круто тут сделано. Видите, какой ход. Вот это да, аутентичность настоящая. Гляньте. Знаете, как красиво. Но тут и природа, и архитектура, даже вот этот желтый дом. Смотрите, какой он. Вот тоже. Но необычный городок такой мы откопали благодаря своей работе.
Ну и как во всех деревушках итальянских, конечно же, не без церкви, без храма. Никуда не обойтись без храма. Вон она башня, колокольня. Пойдем, он открыт, по-моему, посмотрим. Да, открыт. Смотрите, тоже какой дом сейчас, свет небольшой будет. Красивый. Тоже как башня сделан. Сейчас идем посмотрим. Вот это красота, ребята. Вот это неожиданный поворот. Честно говоря, я не ожидал увидеть такой красоты. Для деревни, такой маленькой, это, мягко говоря, перебор. Честно вам скажу. Это просто перебор. Да, Юля? Ну да, она какая-то слишком. Во-первых, здесь очень много людей. Это, в принципе, удивительно, когда ты видишь на улице и рядом очень много людей. Здесь прям очень оживленная она. Ох, Ну и церковь слишком потрясающая для такой реально маленькой ты деревушки. просто это посмотри. Это как это вообще сделано? Это камнями выложено. Я такое вообще впервые вижу. Сколько мы церквей видели в деревнях, в Италии, вообще в больших городах. Ну, это что-то с чем-то. Вы посмотрите этот потолок. Произведение искусства, ребята. Просто малюсенькая деревня. Ну, пойдемте дальше смотреть. Ребята, мы шокированы просто. Ну, это реально очень маленькая деревушка. Ну, такая церковь. Офигенная вообще. Я теперь уже это самое. Я теперь не уверена, что здесь недвижимость дешевая. Да, я Мне вот даже тоже самое любопытно хотел посмотреть. сказать. Даже любопытно сейчас стало позвонить. Думаю, нифига себе, консул купил. Видимо, консул о чем-то знает, о чем мы не знаем. Для нас это какая-то потерянная деревушка маленькая. А судя по всему, не такая уж она и потерянная. Видимо, она что-то тут означает. Но не навели справки, к сожалению. Ну да, здесь просто рабочий объект. Да, это просто наш рабочий объект был. И мы даже не знали. Посмотрите, даже какие дома. Смотрите, какие они аутентичные. А вот эта вот башня огроменная просто. Ну, дома тут, конечно, монументальные. Посмотрите, из камня из какого. Главное состояние, ну прям, ну хорошее состояние. Стен я имею в виду. Здесь тоже легенда есть. Здесь в XI веке одной молодой женщине явилась Дева Мария. Вот. И после ее появления остался некий символ, который впоследствии попытались перенести в соседний городок, который побольше, церковь. И в тот день, когда его перенесли, на следующее утро этот символ исчез из этого городка и появился снова здесь, именно на том месте, где и было явление Девы Марии, этой молодой девушки. И после этого его решили, этот символ, хоронить в местной пещере. Такая вот история. Ну, такие прям мощеные улочки здесь. Любопытные. Здесь в долине, если пойти в лес, на поля и луга, можно встретить эльфов и фей, которые скрываются за цветами. Ну, так рассказывают местные, по крайней мере. А также души влюбленной пары, пастуха и пастушки, которые продолжают танцевать в вечности. Вот так вот. О, кстати, хотел вам показать. Вот тоже, кстати, видите, работы ведутся. Ремонт. Вы, кстати, заметили, вот Юля заметила, не я даже заметила, а Юля,
Что ты заметила? Сколько тут работ ведется? Ну, я увидела 3 или 4 работы, я уже забыла сколько. Стройки. Да, 3 или 4 стройки. Прям стоят леса и какие-то работы проходят. Любопытно. Это, видимо, очень оживленное место. Здесь много кто живет. Достаточно заселенная деревня. Ну да, любопытно. И вот тут Поэтому, вот тоже стройка. поэтому мне кажется, что недвижимость здесь, ну, может быть, и не очень дорого, но ценник, он существенный. Вот видите, как бы написано, кто осуществляет стройку. И вот весь этот дом сейчас будут менять, реставрировать. Кстати, возьмем контакты. Тут окна 100% надо менять. Ну вот посмотрим. Также здесь мы узнали, что в деревушке проходит тропинка мимо духов-монахов, которые нападали на заблудших путников. Прикиньте, и далее эта тропинка ведет к святому Эрему Коломине. Это мы про него делали отдельное видео. Юля попробует вставить. Очень крутой Эрему. Это монастырь. Вот эта тропинка, которая идет от этой деревушки к этому Эрему, там вот можно встретить вот этих духов-монахов. И если вы заблудший путник, они на вас нападут. Вот тоже смотрите, какой домик, в каком идеальном состоянии. Люди отреставрировались и вообще просто красоту сделали. Или вот гляньте, цветочки посадили, а вот ходики такие всякие разные. Ой, чуть не упал. Но любопытная деревня. Очень-очень любопытная деревня. Неожиданный поворот. Вот так вот по работе приехал и обнаружил такую красоту. Здесь есть старая дорога XII века. Она ведет через эти холмы к пещере ветров. Кстати, очень крутая пещера. Рекомендую посетить. Пещеру охраняет змей, который проверяет путников на чистоту их сердца. И только те, чье сердце чисто, могут пройти дальше. Прикиньте. Тут легенд, конечно, куча. Также вокруг этой деревушки живут маленькие, шаловливые духи. Но это не то, ну, в смысле шаловливые, типа от слова на букву Ш. Шаловливые в смысле хулиганистые духи. Все же поняли, да? Слово шаловливые. Мне не пришло в голову какое-то пошлое название. Мне почему-то пришло. Ну, короче, хулиганистые духи маленькие здесь живут. Вот. Одного зовут Буфарделло. Его зовут хитрое оно, иногда зловредное существо, обитающее в местных лесах. Чаще всего среди ореховых деревьев. Так что не ходите за орехами. Шаловливое существо обитает здесь. Ну, либо в хлеву. Вот ему нравится еще в хлеву селиться. Вот, кстати, тоже стройка. Видите, кто-то купил дом, и сейчас будет его полностью реставрировать внутри. Вон там тоже надпись. Так вот, это существо, Буфарделло, издает саркастический смех. Открывает и закрывает местным людям окна, пугает детей словами: «Если не будешь хорошим, Буфарделло тебя съест». Прикиньте. Ты не встречал Буфарделло? Бабайка у нас раньше была. Походу, бабайка местная. Мы вообще куда-то идем. Непонятно куда. Тут уже ходы такие. Того и гляди, Буфарделло встретим. Шаловливого. Но тут не только он есть. Тут еще его приятель Ликетто. Тоже ночной дух Шалун. Шалун такой вот. Который неожиданно появляется. И что делает? Рассеивает вещи. Запутывает прически. Щиплет спящего жениха в ночь свадьбы. Прикиньте. Так что не женитесь здесь. Пугает девушек легкими шлепками и, судя по всему, по попе. О, смотрите, как башня видна отсюда. Шлепками.
Вот это шалун. Иногда ласков с детьми. Но порой особенно вреден с бабушками. За это его и прозвали. Каковекия какая-то. Хрен выговоришь. Короче, здесь духи шалуны бродят. Слушай, по Парделу не такой, походу, и страшный, как второй. Ребятки, мы на Мальдивах. Посмотрите, какая красота. А не, наврал. Мы все еще в Италии. Смотрите. И мы на итальянских Мальдивах. Короче, необычное место. Здесь белый песок, просто как на Мальдивах. И вода, цвет просто огненный. Сейчас я расскажу, почему так и где мы находимся. Короче, ребятки, смотрите, мальдивский песок. Просто красота. Вода шикарная. Теплая, красивая. В общем, что тут случилось? Сейчас я вам расскажу, почему здесь такая вода. Вообще Средиземное море, оно не самое чистое. И оно такое темное, там песок темный. Почему здесь? Здесь небольшой отрезок всего лишь такой воды. Я думаю, километров 15-20 квадратных. Я не думаю, что больше, может, на чуть-чуть побольше. Совсем маленький такой отрезок такого прекрасного рая. А все благодаря вон той фабрике. Сейчас попробуем посмотреть. Видите, трубы виднеются. Короче, что это за производство? Это добыча, переработка, добыча соли. Вот. Здесь одно из самых больших производств соли в Италии. И отходы от производства, вот этот карбонат, он попадает в море, его выкидывают. На самом деле есть люди, которые из теории заговоров говорят, что это типа опасно, там не купайтесь. Народу здесь куча вообще купается. Мы все время, уже 2-й или 3-й год здесь купаемся. Здесь очень круто, шикарно. Вода теплейшая, просто приятно глазу. Короче, всему вина этот завод солевой. Вот такой вот рай создал завод. Ребята, сегодня с вами будет разговаривать говорящая голова, потому что я не знаю, заблокирует ли нас YouTube, если я буду голый стоять. Вот, поэтому я буду говорящей головой сегодня. И еще потому, что я далеко не Брэд Питт по телосложению, поэтому не хочу позориться. Вот. Что я хотел сказать? Вообще вот это место, Вада, она вообще упоминается, вот это побережье, 3 век до нашей эры. Это был древний порт города Вольтерра. Мы про него рассказывали. Вот Юля постарается вставить. Вот, это древнейший город Вольтерра. И вот это место было основным его портом. Вот. Что можно сказать? Есть такая организация Blue Flag. По-моему, так она называется. Голубой флаг типа. Это организация, которая оценивает пляжи по чистоте, по безопасности, по экологии, по красоте. И Вада, вот это место, кстати, мы находимся, это называется Вада, Спьяджи Бьянки, то есть белые пески. И это место занимало неоднократно первые места в рейтинге Blue Flag по чистоте и экологичности пляжей. Поэтому все любители вот этой теории заговоров, что здесь карбонат, он опасен для здоровья, все фигня полная. Вообще полная фигня. Если вы не верите в рептилоидов, то вам сюда, короче. Это самое главное. И, ребята, кайф. Знаете еще в чем? Что не так много людей здесь. Я вот просто помню Сочи, да, вот это вот, абсолютно вот эта галька, которую я терпеть не могу. Вообще не знаю, кто любит эту гальку. Вот, это Сочи набитая полностью людьми. А здесь, посмотрите, просто рай. Причем мы находимся в месяце августе, когда пик просто туристического сезона. Здесь просто кайфово. То есть народу никого. Я вот в море, смотрите, просто один фактически. Там
Если вот сейчас посмотреть, вдалеке кто-то вот болтыхается, вон там. Ну, рядом со мной вообще никого нету, таких писающих детей в море и какающих. Вот такого тут вообще даже и не стоит опасаться. Как будто оно все твое, это море. Вот, что я хотел сказать. Вообще, здесь много легенд. Именно вот это место было в средние века убежищем пиратов. Прикиньте, то есть сюда, как они называются, сарацинские пираты здесь прятались, вот, прятали свои корабли и хранили клады здесь, закапывали на побережье. Но здесь очень много было находок, золотых монет, всяких амфор, которые были спрятаны пиратами. Очень много находок. И вот даже под водой огромное количество находок делают. Также сам Цицерон упоминал это место в своей поэзии. Ну, то есть я вам скажу, ребята, очень крутое местечко. Оно прям райское. Оно от нашей деревни находится в 2 часах езды, как бы, да, вот мы на машине ровно 2 часа ехали вдоль побережья по красивой, просто невероятной дороге, вот. И я считаю, ну, ради такого 2 часа вообще не время. Я помню, я в Красногорске жил, мне до центра Москвы 2 часа было ехать, 1,5. Как бы, а тут, понимаете, ну, просто красотища. Вот просто красота. Ну, ребята, конечно, здесь красота невероятная. Не перестану это повторять. Ну, море, оно само по себе завораживает. Но здешние места, вот так вот гулять по пляжу, конечно, он бесплатный. И валяются там палки всякие, которые прибивают, ну, прибоем сюда приплывают. Но здесь истории, как я сказал, очень много. Здесь обнаружен док, морской док 2 века до нашей эры. Его можно увидеть, если пойти туда дальше, пешочком по пляжу, то, в принципе, можно посмотреть, кому интересно, кто сюда хочет приехать. Но скажу так, на самом деле такие белоснежные пляжи существуют в Италии, в разных регионах, в основном на юге. Но в Тоскане, насколько мне известно, он вообще единственный. И мы здесь вот просто, ну, постоянно, если хотим ехать на море, хотя нам до моря вообще меньше часа, что-то там минут 50 до Виареджио, Форт-де-Марми, Виареджио, вот это вот. Но мне там не нравится море. Оно какое-то, ну, не такое красивое. Сюда ехать на час больше, зато в красоте купаешься. Ну и жару эту переносишь лучше, потому что сейчас 45 градусов. Даже вода, она просто теплая, она парная. Вот такая вот красотища. Дикий такой пляж, абсолютно дикий. Пойду прогуляюсь вместе с вами вот так вот вдоль моря и расскажу вам одну легенду. Ну, как бы оно так и есть на самом деле. Я вам советую верить в нее. То есть прекрасная легенда. Сарацинские пираты, а точнее капитан сарацинских пиратов, когда приплыл в эту бухту, потому как он убегал от тосканцев, вот, и он приплыл в эту бухту, чтобы спрятаться от тосканских воинов, от тосканского легиона. Вот. Он, когда приплыл сюда, он понял, что его все равно обнаружат, потому что шли прямо за ним. И он свой сундук с сокровищами, с золотыми монетами, спрятал прямо где-то здесь. То есть вот в этой вот бухте. Вот не знаю где, ребята, надо искать. Вот, но он спрятал здесь. И по ночам, ну, люди, которые сюда приходят, ну, романтик там проводить, вот это закаты, там, ночь здесь, ну, здесь ночью вообще шикарно. Вот. Чайки такие прям надо мной летают, блин, сейчас меня сожрут. Вот, и по ночам, если здесь сидеть в тишине, можно услышать звон монет золотых, прикиньте. То есть дух этого сарацинского пирата, капитана, он до сих пор где-то здесь, рядом со своим сундуком, и охраняет это золото. Так что тут можно не только позагорать, но и обогатиться. Сейчас пойдем искать, где этот его сундук. А я пока с вами прощаюсь. Меня очень манит окунуться и искупаться. Поэтому давайте, увидимся попозже. Ну, ребятки, я снова с вами. Короче, есть еще одна легенда сумасшедшая. Здесь
некоторые люди в туманное время года, в туманное, видят настоящий средневековый корабль. Вы прикиньте. То есть этот корабль, он прям деревянный, средневековый и с разорванными парусами. То есть это, оказывается, знаете кто? Это корабль-призрак одного купца из Рима, который плыл в Вольтерру, именно в это место. Я вам уже говорил, что это место было портом Вольтерры. И он плыл в Вольтерру, чтобы закупиться. И попал в шторм. Корабль был разбит и утонул. И до сих пор призрак этого корабля, его можно увидеть в туманное время. Вы прикиньте? Вообще какая чума. Блин, тут надо приезжать во все времена года. Походу, здесь много чего можно интересного увидеть. Еще хотел рассказать один необычный факт. Иногда вечерами, когда смеркает, море как будто бы, ну, как Млечный Путь в море такой появляется. Как дорога такая освещенная. В глубину моря прям. Это что такое? Это, по преданию, богиня морская, которая в Средневековье влюбилась в одного рыбака, простого рыбака из Вады, из этого места. И она до сих пор каждый вечер освещает этому рыбаку путь домой. Вот таким вот Млечным путем. Представляете себе, какая красотища вообще? Какие тут романтические легенды. Меня еще вот просто, я вот рассказываю вам эти легенды, хожу здесь по морю, вот, да, вот так. И я вот так кайфую от вида. Вы просто посмотрите, вот эти облака нависающие. Это вода бирюзового какого-то цвета. Там лодочки вдалеке, не знаю, передаст экран. Блин, ну, яхты такие. Просто вот не картинка, а сказка, честно вам скажу. Просто сказка. Здесь еще одна есть легенда. Короче, ребята, здесь где-то под песком закопан клад. Там, короче, древние бутылки вина, римского вина еще со времен Цезаря, и оливкового масла. И все ныряющие, которые пытаются взять этот клад, достать, они все не достают его, то есть не могут даже до него добраться, потому что внезапно, как только человек ныряет в поисках этого клада, пытаясь его выкопать, начинается лютая буря в море. То есть, по преданию, само море охраняет этот клад. Вы прикиньте вообще, какая чума. Ну, ребятки, последняя, пожалуй, легенда на сегодня. Некоторые местные жители, особенно вот всякие старожилы такие, они связывают вот этот белый песок совсем не с карбонатом, не с вот этим вот производством соли, а с тем, что здесь когда-то был древний город. И люди в нем все абсолютно сгорели. И их прах был развеян по пляжу этого места, Вады. И поэтому он такой белый, как бы этот песок. Это прах предков белый. Ну, это уже какая-то вообще перебор, мне кажется. Потому что, ну, блин, здесь очевидно производство соли. Поэтому он такой белый. Ну, видите, есть такие любители напридумывать всякой ерундистики. А вот про всякие клады, ну, мне кажется, это правда. Черт его знает, что тут пираты вообще могли закопать. Тем более, что это достоверно и документально подтверждено, что это бухта пиратов была. Поэтому здесь дно исследовать, может, и найдется какой-то сундучок с богатствами. Ну, а пока единственное богатство, которое мы здесь имеем, это эту красоту. Мне кажется, это самое главное богатство. И вообще скажу, ребята, приезжайте жить к нам. Блин, ну 2 часа на машине, и ты в раю. Как бы понятно, я переборщил, сказав, что это Мальдивы. Но так, издалека может напомнить. Мальдивы-то, понятно, конечно, покрасивее будут. Но все-таки 2 часа на машине, это такие местные свои Мальдивы. На минималках. Ну, мы пошли купаться, загорать. Так что оставайтесь с нами. С нами будет дальше интересней.